Итак, это Илья. Поговорим о том, почему у меня нет друзей. Собственно, сама формулировка вопроса будто бы подразумевает, что они должны быть и что их наличие является некой нормой, а отсутствие отклонением от нее. Но опять же, что мы понимаем под дружбой? Распитие алкоголя с собутыльниками или еще что-то, а ведь для кого-то это тоже своего рода дружба. Насколько я-то понимаю, дружба это что-то усредненное, хотя бы только потому, что подразумевает какую-то статичность, так как критерии наличия дружбы не определены. В англоязычной части Ютуба есть много видео, в которых люди говорят, что у них нет друзей. Но вообще, кто такой друг и почему человек может страдать от отсутствия друзей, если он даже не определил для себя, кто это? В условиях цивилизации люди, сидя у себя дома, все больше отдаляются друг от друга, и тенденция отдаления все больше усиливается по мере развития и внедрения все более новых компьютерных технологий. Интернет, который и изначально задумывался и создавался с военной целью, стал неотъемлемой частью быта значительной части населения планеты Земля. Люди черпают любую интересующую их информацию из интернета. Нужно ли говорить о том, что многие сферы человеческой деятельности значительно изменились благодаря интернету? Если даже привести в качестве примера хотя бы доставку еды прямо до входной двери вашей квартиры. Компьютерные приложения, установленные на гаджеты, помещающиеся на ладони, создаются для решения конкретных задач. Навигаторы, ежедневники, приложения сайтов, знакомства – это все стало неотъемлемым атрибутом, сопутствующим человеческому быту. И кажется, что их пользу трудно переоценить. Хотя еще совсем недавно, какие-то 20-30 лет назад, люди как-то обходились без всего этого и даже не подозревали о том, что это все придет в ближайшем будущем. Кажется, что сами технологии обогнали человека, но кажется, что сам человек нисколько не изменился. Технологии встали к нему на службу, но по сути потребитель все так же эксплуатирует свои инстинкты, если мы подразумеваем потребность в общности как проявление инстинкта, но интернет-технологии всего лишь запускают механизм рефлексов, как у собачки Павлова, но при нем не образуются нейронные связи в мозге, как при реальном общении. По сути, общение в интернете определяется алгоритмами интернета, но не самим человеком. Потому как в интернете задействована всего лишь визуальная составляющая. То есть человек не видит ничего, кроме пикселей на экране. Отсюда вопрос, каким вообще навыком общения может привести общение в интернете. Так почему же у меня нет друзей? Вообще, я сам не задаюсь таким вопросом. Да и вообще, что значит друг? Я не отношусь к вероятным отношениям как к чему-то статичному, поэтому мне бы не хотелось их как-то характеризовать. Для меня более важно, что я есть, независимо от того, есть ли кто-то рядом со мной.
Куда печальнее, когда для человека мерилом отношения к своей жизни является наличие кого-либо рядом. Я не считаю, что существуют какие-то фиксированные виды отношений между людьми, за исключением, конечно же, отношений, которые определяются какой-либо конкретной деятельностью, такой, допустим, как профессиональная деятельность, либо же бизнес-деятельность. Дружба же это понятие субъективное, оно не определяется никакими конкретными критериями. Для меня, допустим, признаком дружбы было бы мое ощущение себя естественным с другим человеком. Также для меня важно чувство интеллектуальной близости с человеком.